Делаем такой красивый браслет из бусин на леске. Для этого берем леску, нанизываем зажим, кримп, зажимную бусинку, нанизываем протектор, в одно отверстие и делаем петлю и нанизываем в другое отверстие. Теперь надвигаем на второй конец лески кримп. Подвигаем кримп поближе к протектору и, придавливая немножко протектор, пододвигаем, но не плотно, не до конца, потому что сверху будет еще обжимная бусина. Зажимаем кримп. Зажимаем его крепко, насколько это возможно, чтобы держалась очень хорошо наша леска и браслет не распался. Лишний кусочек обкусываем кусачками. Берем обжимную бусинку, размещаем ее на зажатом кримпе, чтобы кримп стал перпендикулярно поперек. Тогда получится красивая бусина в итоге. И обжимаем обжимную бусину справа, теперь слева, делая круглую бусинку. Обжали со всех сторон. Вот так получилось. Теперь основную часть нашего браслета нанизываем бусины, чередуя более прозрачные бусины с более матовыми. Лунный камень смотрится очень хорошо. Нанизали, и нам нужно закрыть второй край. Берем точно так же, что мы делали в начале. Берем кримп, берем протектор в одну сторону. Теперь подвигаем эти части поближе к бусинам. Следим, чтобы между бусинами не было промежутков. Продеваем леску во вторую часть протектора и в зажимную бусинку. Осталось продеть вот в эту маленькую бусинку. Теперь нам нужно всю конструкцию подвинуть поближе к бусинам плотно. Я взяла леску потолще, потому что бусины крупные и тяжелые. Затягиваем прочно, плотно, красиво. Следим, чтобы не было промежутков между бусинами. Зажимаем кримп, откусываем лишний кусочек лески. Теперь обжимаем кримп поперек. Если он съедет, конечно, не поперек, то ничего страшного, но красивее, когда поперек. Делаем идеально круглую бусину, с двух сторон обжимая ее. Главное не пережать ее. Теперь берем маленькое открытое кольцо 4 миллиметра, добавляем его на браслет и полностью закрываем. Берем кольца 6 миллиметров и делаем из них цепочку из 4 колец. Это будет удлинитель браслета, и на этих кольцах будет у нас подвеска.
Добавили 4 кольца. И делаем подвеску на браслет. Для этого берем проволоку 0,5 мм. Подвеска будет у нас из 3 бусин. Матовая бусина посередине. Можете взять готовый пин, а можете сделать вот так пин, загнув край, сделав маленькую улитку и развернув ее перпендикулярно. Вот таким образом получается пин. Из проволоки делать его очень удобно, мягкая проволока. Подвигаем бусины. И закрываем это звено с этой стороны полностью. Несколько витков проволоки. И откусываем лишний кусочек. Берем кольцо маленькое, добавляем его на подвеску. Закрываем. И за это колечко добавляем подвеску на наш удлинитель браслета из 4 колец. Вот такой красивый получился браслет из камней на леске. Можем сделать двойной браслет, добавив еще цепочку из этих камешков. Как это сделать? Берем проволоку 0,5 мм, можно 0,6 мм. Смотря какие у вас бусины и смотря каких в них отверстия. И начинаем делать цепочку. Это звено мы закрываем полностью, оно у нас начальное. Сначала закрываем. Подвигаем бусину. Бусины для подвесок нужно убирать покрасивее и покруглее. И покрупнее. Полностью закрываем. Получается первое звено. Ушки смотрят в одну сторону параллельно. Следующее ушко делаем. Добавляем сразу на него предыдущее звено. И закрываем с этой стороны. Откусываем лишний кусочек. Подвигаем следующую бусинку. И закрываем звено полностью. Вот уже получилось 2. На этой цепочке у нас еще потом будут подвески. Можно без. Откусываем лишнюю проволоку. Делаем следующее звено, добавляя предыдущие 2 секции. Закрываем. Обкусываем и подвигаем следующую бусинку. Очень быстро и легко получается такая цепочка с камнями, потому что проволока мягкая и очень хорошо поддается обработке. Вымеряем, где у нас серединка, и нанизываем на проволоку. И нанизываем еще одну бусину. Закрываем этот край, делаем пин. Делаем маленькую улиточку и разворачиваем ее перпендикулярно основной проволоке.
Теперь подвигаем бусину. Придавливаем. Начинаем закрывать звено этой подвески. Поворот. Немножко зазор и подвигаем серединку браслета, за которую мы зацепились. Оборачиваем и обкусываем. Первая подвеска на браслете готова. Вернее, вторая уже. Первая у нас на основном браслете. Итак, мы делаем столько подвесок, сколько нам хочется. Можем на весь браслет, можем только серединку. У нас будет только серединка. Продеваем проволоку в браслет, добавляем бусину, из которой будет состоять подвеска. И делаем собственноручно пин из проволоки. Улиточку и перпендикулярно ее. Есть множество способов сделать пин самостоятельно. Это один из них. Придавливаем кончик плотно к бусине и начинаем закрывать это звено. Подвигаем зазор наш браслет и закручиваем. Можно делать цепочку, добавляя посередине между бусинами кольца и в эти кольца продевать подвески. Теперь добавим маленькое колечко на нашу цепочку. Здесь нужно следить за тем, чтобы цепочка была точно такой же длины, как основная часть браслета, потому что они у нас будут располагаться на одной линии между одинаковыми элементами. А если какая-то длина не совпадает, можно изменить ее при помощи маленьких колец либо больших. Теперь с этой стороны добавим нашу цепочку на браслет к основной части браслета. Вот так вот красиво получается. Да, браслет, конечно, смотрится поинтереснее теперь. Вот так он смотрится на руке снаружи. Вот так он смотрится изнутри, с тыльной части. Вот такие можно сделать сережки из этой же проволоки с бусинами, пусеты. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Задавайте ваши вопросы, не стесняйтесь. Кто напишет первый комментарий к этому видео, попадает в следующее видео. А как вы узнаете в следующем видео? До новых встреч, пока!